Всем привет, друзья! Вы часто спрашиваете: Ник, с чего мне начать? Как работает вон тот бот? Как мне воспользоваться тем инструментом? А могу ли я сделать то? А могу ли я сделать это? Где посмотреть статистику? Как мне найти в каталоге вон тот индикатор? Пришло время расставить все точки над «и» и показать общую картину. Сегодня я сделаю самый подробный и полный обзор всей экосистемы по signals.com. Если вы торгуете с нами или только хотите присоединиться, этот сервис будет вашим швейцарским ножом. Здесь собрано абсолютно все, что нужно для системной и прибыльной торговли в 2026 году. Смотрите, сейчас интернет завален примитивными инструментами, ботами, и вам предлагают просто нажимать кнопки по чужой указке, совершенно не объясняя, почему бот дал тот или иной сигнал и что у него внутри. Это не трейдинг, это на самом деле слепая просто вера на слово в человеку, которого вы даже никогда в жизни не видели и, возможно, даже не увидите, который превращает рынок в еще большую тайну. Мы пошли другим путем, и наш главный принцип — прозрачность и понимание. Мы не прячем логику за 7 печатями. Наша цель — дать вам инструменты, с которыми график станет для вас открытой книгой, а не набором каких-то загадочных символов. Вы должны понимать, что делаете. И сегодня я вам покажу каждый винтик нашего инструмента и нашей этой прозрачной машины. Мы начнем с фундамента наших живых графиков Spectre Charts, заглянем в мозг системы, каталог ботов и наш статистический бот Enigma, посмотрим, что это такое. И, конечно, покажу инструменты, которые отличают профессионала от любителя, торговый менеджер и автоматический дневник трейдера. Приготовьтесь, информации будет очень много. Это ультимативный гайд по нашему сервису. Поехали! Перед началом ролика напомню, что все инструменты, совершенно все, что у нас есть, вы можете получить совершенно бесплатно, просто перейдя по ссылке под этим видео. Также здесь есть ссылка на биржу, на которой я торгую. Первым делом, когда перешли на сайт, когда вы стали нашим партнером, кстати, стать нашим партнером можно по ссылке из описания по данным видео. Когда вы стали нашим партнером, вы попадаете в наш телеграм-канал, в телеграм-чат «Много денег трейд», в котором есть обучающие материалы, анонсы по новостям и наши торговые инструменты, например, Oracle. Это наш самый первая разработка, наш сигнальный бот, который дает сигналы для входа в сделку, и отрабатывать можно уже конкретно по этим сигналам из Telegram. На самом деле немножко устаревший инструмент, потому что здесь нету визуала, то есть это не прозрачный инструмент. Прозрачный — это, я считаю, то, что все вы видите своими глазами на графике, все сигналы. Здесь же инструмент, который просто показывает потенциальные точки входа. Инструмент данный оставляем, потому что у нас есть множество партнеров, которые только по нему работают, говорят: Ник, ничего мне больше не надо, работаю только по нему, все, больше ничего не надо. Есть MACD инструмент, это инструмент, который показывает в моменте пересечения линии MACD и дает сигналы по данным линиям, то есть на 2M таймфрейм анализирует и сразу дает сигналы. Есть общение, то есть здесь можно пообщаться, все пообсуждать, различные новости, просто душевно пообщаться. И можно задавать вопросы, как раз таки связанные с нашими инструментами, обмениваться с шаблонами, ботами, ну и все в этом духе. Следующий, самый главный наша разработка, это наши 3 торговых инструмента Enigma. Это инструмент, который ведет статистику, аналитику по всем закрытым сделкам. То есть, что здесь можно делать? Можно выбрать таймфрейм для аналитики, то есть 12 часов, 24 часа, например, 3 часа. И вы видите за последние, например, 3 часа, я рекомендую время 3 часа, за последние 3 часа, какая была проходимость вин-рейту сделок. И можете открывать сделки относительно статистических данных. Что это означает? Например, вин-рейт 81%, хорошая проходимость, но сейчас доходность у данного актива, вот, видимо, обновились активы, вот, USD Inner, доходность 89%. Доходность, то есть это вы на покете зарабатываете на бирже 89% прибыли к вашей сделке. Win-rate — это проходимость сигналов сделок за последние 3 часа. Вот я устанавливаю 3 часа, win-rate 81%. То есть видим, все заходит с первого раза. Видим вин, здесь вот лосс было, вин, то есть сделки закрываются в плюс. Практически все закрывается с первого раза. Если видим циферку 1, значит с первого раза. Если видим циферку 2, значит со второго раза. Как пользоваться данным инструментом, будет отдельное видео. Это сейчас обзорное видео по инструментам и по возможностям. То есть здесь мы отрабатываем в данном инструменте по как раз-таки проходимости. Это статистический инструмент, поскольку, если вы знаете, что такое бинарный опцион, а бинарный опцион — это сделки вверх или вниз, на выбор его открываем. У вас нету тейк-профита, стоп-лосс, как это есть в крипте, во фьючах, соответственно, или же на Форексе. Здесь мы торгуем временем экспирации. И это статистический инструмент, который показывает, как проходит, какая проходимость у данного алгоритма за последнее время. То есть мы торгуем здесь статистикой. Плюс можно скопировать, например, актив, нажали на его название, перешли на биржу, вставили в поиск данный актив, сразу же он открывается у нас.
И видим, допустим, такая ситуация, то есть у нас все летит вниз, график говорит продавать, но по тренду это уже актуально, естественно, мы можем пробовать продавать, плюс по статистике проходимость достаточно хорошая. И можно пробовать открывать, например, сделки. Опять же, когда я говорю, график летит вниз слишком долго, то нужно быть очень аккуратным, потому что в любой момент может произойти коррекция, то есть разворот против сигнала. Это тоже нужно учитывать. Но сейчас речь не о стратегии, сейчас речь об инструментах. Также можно свернуть окошко просто свайпом, если с смартфона, или же мышкой смахнуть, если вы открывали с помощью вот этого глазика, то есть я нажимаю глазик, он должен быть не перечеркнут, тогда в любое место любого актива нажимаю, и открывается такая панель аналитическая. Можно включить, например, дневную тему, для кого это удобно, и быстренько точно так же просматривать. Если глазик откручен, то у вас ничего не будет происходить. Нужно нажать на название актива, откроется отдельное окно, то есть уже смахнуть его не получится. Чтобы вернуться, нужно нажать кнопку «Назад». Также, что можно здесь сделать? Можно просто упорядочить сделки как раз-таки по-разному, по винрейту, например, по последней сделке или по активной, включить или выключить. То есть, что значит активные, которые прямо сейчас находятся в работе? Активные сделки, они помечены вот такой вот точечкой, моргающая точка, без нее значит неактивные сделки, то есть это сделки в работе. Очень удобно на самом деле сделано. Ну, сам периодически иногда торгую, даже если вы заглядываете ко мне на стримы, можете увидеть, что иногда я все-таки торгую по этому инструменту и пробую, смотрю, что из этого получается. Следующий наш инструмент, возвращаемся, это Spectre Charts, он более емкий, массивный, сейчас мы к нему вернемся, это очень мощный инструмент, который включает в себя полноценные графики, полностью с биржи копируются все графики, OTC рынок, в биржевой рынок, то есть без OTC, без приписки, то есть совершенно все есть у нас. И сейчас пока что переходим к торговому менеджеру. Что такое торговый менеджер? Это 3 стратегии, пока что это на текущий момент 3 стратегии, которые вам автоматически помогают высчитать сумму сделки, риск на сделку и помогает проводить ваши торговые сессии. Есть каскадный мартингейл, есть классический мартингейл. Что это такое? Вы можете просто понаблюдать, посмотреть. А если присоединитесь к нашей команде, то, соответственно, вы сможете уже более подробно про каждый инструмент почитать, точнее, что такое каскадный мартингейл, что такое обычный мартингейл. Кратко я вам сейчас скажу. То есть каскадный мартингейл, когда мы открываем сделки, доходим до 5-го минуса, 5 минусов поймали, нас перебрасывает на второй блок. То есть автоматически, грубо говоря, назовем это стоп-лоссом. То есть у вас работал стоп, вас перебросил на резервные блоки, то есть, так скажем. Здесь вы отрабатываете сделку, как только первый плюс получаете, возвращаетесь обратно к первому блоку. Если же вы второй блок сливаете и переходите на 3-й блок, то нужно затем вернуться при получении здесь одного хотя бы плюса на одной из сделок. Переходим ко второму блоку, со второго блока, соответственно, с одной из сделок переходим на первую сделку, на первый блок к первой сделке. И вам автоматически высчитывает, какую сумму нужно вам иметь на балансе для того, чтобы торговать по одной из стратегий. То есть 9 сделок на 3 блока, то есть нужно всего 5751, например, рубль, или же там 10 сделок стандартные на 13 тысяч рублей. Опять же, это при условии, что первая сделка на 100 рублей, а если 80, то сумма уже, соответственно, у нас меняется. То есть с 4600 рублей можно начать. Опять же, каскадный мартингейл — это больше для обзора, чтобы вы понимали, как это работает. Есть классический мартингейл, это классически то, что каждый блогер практически показывает. А те, кто говорят, что мы торгуем без мартингейла, на самом деле торгуют мартингейлом, просто немножечко хитрят и иначе открывают свои перекрытия. Это я немножко забегаю так в сторонку говорю вам. Далее, в мартингейле вы также высчитываете, например, первая сделка у вас пусть на 80 рублей, к примеру, будет множитель. Вы выбираете, с каким множителем работать. Вы можете занизить множитель, можете, например, повысить. То есть, видим, со стандартным двойным множителем это, убыточно будет. В какой-то момент будет убыточно. С множителем 2.1 вы получаете уже минимальную, но прибыль. Вы выбираете количество шагов на 6, на 7, на 8, насколько хотите вы шагов мартингейла рассчитать. И смотрите, какую вы прибыль получите с какого шага и сколько вам нужно на депозите иметь денег. Естественно, чем больше шагов, тем больше нужно денег. Это также нужно понимать. Поэтому, например, стандартно это 6 шагов, и нужно всего 6000 рублей для того, чтобы оставаться и выходить в плюс на 6-м догоне уже, то есть на 6-й сделке, 5-м догоне. Вы можете выбрать себе, включить стоп-лосс, если у вас большой депозит, например, баланс, и вы не хотите все потерять, вы можете выбрать стоп-лосс от суммы своего всего депозита, например, 248 тысяч рублей. И уже, соответственно, вот эту сумму сделки распределять так, чтобы вам было комфортно. Например, первая сделка на 1000,
рублей, и тогда мне нужно 7,7 тысяч рублей, даже до стоп-лосса не дохожу. Тогда можно сделать шаг, например, 7, и мне потребуется 162 тысячи рублей. На 8 шагов смотрим, уже видим, стоп-лосс установлено 248 тысяч рублей. Меньше суммы всех шагов. Сессия может закрыться раньше, чем вы пройдете все шаги. То есть у нас есть такое предупреждение. Отключаем стоп-лосс, все, на ваш страх и риск уже работаем. Поэтому можно автоматически распределить все шаги в выплату, в которой вы будете по максимуму стараться подбирать сделки. Кто-то не работает с 92% доходностью, у кого-то, например, максимум 89%. И человек отбирает только 89% доходные сделки. И прописываете и смотрите, будете ли вы получать прибыль при условии такого множителя и такой доходности. Вы все это можете рассчитать. Также, к примеру, начинаете сессию по выбранным вам настройкам, и у вас открывается такое окно. То есть быстрый режим, есть классический режим, есть завершить торговую сессию. Если вы выбираете быстрый режим, здесь ничего не нужно делать, кроме как нажать плюс или минус. Например, вы получили плюс по сделке, нажимаем кнопку, у вас сделка была вверх. Дальше вы получили минус, у вас сделка была вниз. Снова минус, снова, например, вниз, плюс. Сделочка перекрытия, к примеру, закрылась. Давайте пока не закрылась. Мы видим по таблице сделок, на какой шаг мы сейчас перешли. К примеру, снова у нас минус. Видим прибыль за текущей сессии. Видим, что мы на 4-м шаге уже находимся. Мы можем быстро скопировать сумму сделки, чтобы ее быстренько подставить, если вам это необходимо. Сюда подставили. Все. Видим, все у вас прекрасно подставилось, и вы, например, 4-ю сделку отработали в плюс. Нажимаем плюс, сделка была тоже на понижение. Все. Перекрылись, ваша прибыль текущей сессии такая. То есть все наглядно видите, сколько у вас до цели, если вы устанавливали в начале цель, сколько до стоп-лосса, вы все видите. 5 сделок, ваш текущий вин-рейт, шаг первый из 6, то есть вот он первый у нас из 6 шагов, и ваш вин-лосс, то есть 2 победы, 2 плюса, 3 минуса. Все это наглядно здесь видно. Если хотим завершить сессию, мы просто нажимаем кнопку «Завершить». Окей. Дальше, это был быстрый режим, но если вы хотите вести дневник трейдера подробный, а не как сейчас, то есть не видим не записанное время экспирации, не записан актив, комментарий, все пусто в графе комментарий. Значит, что мы делаем? Мы можем перейти в торговлю, отключаем быстрый режим и, например, уже полноценно заполняем дневник трейдера. Для чего это нужно? Это нужно для систематизации торговли, для отработки для правильной аналитики всех закрытых своих сделок. Например, вы завершили сделку прибыльную, и вы смотрите комментарии, какие вы сделки закрывали, в каком направлении, как у вас прошла торговая сессия, вы все это фиксируете в свой дневник трейдера, который вы ведете на нашем сервисе, например. Кто-то ведет это в Excel. Без проблем. Как вам удобно, так и делайте. Мы лишь сделали инструмент, который полезный, который потенциально именно помогает работать в плюс. Переходим обратно в торговлю. Например, вот выплата пусть 89%, или, допустим, сделка завершилась 92% на 1000 рублей. Я нажимаю, к примеру, у меня сделка была в минус. Здесь я выбираю, какой это был актив. К примеру, евро GPI. Пусть это будет не OTC, биржевой актив, евро GPI. Доходность была 92%. Время экспирации у меня было на 2 минуты. Сделку открыл, значит, на 2, к примеру, минуту, пока что пример. Направление сделки было вверх. Комментарий. Почему открыли эту сделку? Так и пишем. Потому что был сигнал, например. Потому что был сигнал от бота, я ему доверился. Далее, вы можете написать свои эмоции. Поскольку эта сделка, к примеру, у нас записан минус, что вы испытываете в этот момент? Это очень важно. Психология трейдинга очень важна. В трейдинге психология — это 90% успеха. И вы записываете: у меня сейчас такая-то эмоция. Вы, например, написали: у меня зашкаливает адреналин, это мой первый минус в жизни, к примеру. А когда вы получаете первый минус в своей жизни, я могу представить, вы на самом деле можете испытывать дискомфорт. Записали минус. Далее. Желательно, конечно, когда вы испытываете эмоции, остановиться, но вы можете продолжить, например, торговлю. К примеру, вы там следующую сделку завершили, там выбрали какой-то актив, написали здесь комментарий. Время экспирации, пусть у вас 1 минута была, сделка, например, была вниз. Записываю минус. Дальше вы сможете перейти в дневник трейдера, раскрыть комментарий и почитать, что происходило с вами, почему в этот минус вы допустили ту или иную ошибку. То есть вы можете это все фиксировать. Никто, кроме вас, не видит данной информации. Например, раскрыли: ага, у меня был первый минус жизни, там зашкаливал адреналин, я открыл сделку на понижение, у меня была такая-то эмоция сильная, к примеру.
И все, вы это записали, и вы, соответственно, уже дальше не будете входить в подобные ситуации, или когда под эмоциями вы не будете открывать следующую сделку. Здесь сейчас немножко неверно упорядочение стоит, это все починится, это мелочи. Пока что еще инструмент тестируется, у нас отрабатывается. То есть и все это вы фиксируете. Кому-то важно полностью информацию фиксировать, насколько была экспирация, какой был актив, комментарий записать. Я же свои сделки веду без записи, потому что я на самом деле открываю их на эфире, то есть на своих стримах. Вы можете подписаться на YouTube, как раз не забывайте, и лайки ставить, кстати, под видео не забывайте, и присоединяться к нашей трансляции. Просто включайте колокольчик под данным видео, чтобы не пропускать никаких событий на канале, потому что стримы проводятся регулярно, и полезную информацию также размещаю, да, также рассказываю, и также вы можете задавать прямо в онлайне вопросы, я буду на них отвечать и где-то, полезными мыслями, соответственно, делиться. На самом деле, немногие так делают, я все-таки стараюсь именно так делать. То есть вести живое, прямое общение, чтобы вы видели все как есть. И, к примеру, я ничего не записываю, мне, то есть, на стримах не до этого. То есть я веду быстрые торговые сессии, то есть я нажимаю торговлю, быстрый режим и просто фиксирую где-то минус, где-то плюс. Все, зафиксировал, данные занеслись в дневник, отметились. И на самом деле, для меня просто такой формат удобен. Дальше, что мы можем сделать? Просто нажимаем торговля, завершить, завершаем. Все, торговая сессия завершена, и у нас вот она, завершенная сессия, показывает, какая прибыль за сессию, или же убыток, показывает, сколько было плюсов, сколько минусов и скольки сделок. И по какой стратегии велась торговля. То есть сейчас это Мартингейл, например, где-то там может это быть Мазаньело, то есть это совершенно другая стратегия. Об этом еще один отдельный ролик запишу, я чуть ранее записывал, но я хочу записать прям полный подробный ролик только по данной стратегии. То есть здесь в данной стратегии вы выделяете риск на сессию. Конкретно, например, хотите выделить 10 тысяч рублей. Все, выделили. Минимальная сумма сделки 80 рублей указываем, выплата указываем, какую вы выбираете. То есть относительно данной выплаты автоматически будет все подсчитываться. Количество сделок, сколько вы готовы сделок закрыть вообще в целом провести. Например, 15 сделок, из них хотя бы 7 плюс вы хотите закрыть, да даже пусть это будет 6 плюс. Ваша ожидаемая прибыль с точностью до копейки. Прямо здесь рассчитывается. Если вы не готовы 6 плюсов сделать, вы готовы сделать, например, всего лишь, пусть это будет 4 плюса из 15 сделок, тогда ваша ожидаемая прибыль 118 рублей. Однако нужно учитывать, что это стратегия, которая автоматически старается вас подогнать к данной сумме. И с первой же сделки сразу предлагает сумму на 82 рубля открывать, то есть на минимальную сумму сделки. И чем ваше количество плюсов будет выше, то есть относительное количество сделок, тем выше сумма первой сделки, то есть риск повышенный, потому что данная стратегия автоматически старается рассчитывать риск и реалистичность. Чем менее реалистично вы просите у нее результаты, то есть, например, я хочу 11 плюсов из 15 сделок, тем быстрее она будет пытаться выполнить этот план. То есть сразу 50% на депозит, на сделку практически пускают относительно риска на сессию. То есть вы можете просто, присоединившись к команде, попользоваться этим инструментом на демо, посмотреть, подходит вам, не подходит. У нас есть партнеры, которые просто пишут: Ник, огромное спасибо, я не знал, что такое есть Мазаньело, и я теперь только по нему работаю. Просто, человек вошел в некий кайф, понял принцип работы. Данная стратегия очень важна. Первые хотя бы, 3 сделочки закрыть в плюс, 2 сделочки закрыть в плюс, для того, чтобы вероятность именно прибыльной торговой сессии была выше. Потому что если вы первые сделки будете закрывать в минус, естественно, первую сделку вы завершите в минус на 4994 рубля, минус 50% от риска на сессию. Вы должны понимать, что это очень высокий риск на самом деле. Поэтому даже закрыв одну сделку здесь в плюс, все, нужно останавливаться, просто останавливаться. И не испытывать, не тягать судьбу за хвост и за никакие другие места. Все, начали торговую сессию, вам говорит, при минусе следующая сделка, например, на 2977 рублей. То есть минус мы получили, следующую сделку он снижает риск, данная стратегия. Например, закрыли в плюс, следующее на 4398 рублей, но уже прибыль за сессией минус 2255 рублей, то есть это высокий риск. И нужно это понимать, то есть нужно все это оценивать, свои риски и на демо тренироваться, в первую очередь на демо. Это что касалось торгового менеджера и дневника трейдера. И также ручные торговые сессии, то есть не привязанным к стратегиям, то есть с фиксированными суммами сделок и просто с возможностью менять суммы сделок. И также ручную запись сделать в дневник трейдера. То есть, чтобы можно было что-то недостающее записать или вручную просто каждую сделку сюда записывать.
Возвращаемся к инструментам, и самый главный инструмент — это Spectre Charts. Да, это действительно длинный ролик, в котором я рассказываю про все инструменты, возможно, кому-то это будет скучно. Тот, кто хочет воспользоваться данными инструментами, это будет самое полезное видео, которое охватывает все совершенно ниши. Я понимаю, сейчас у вас будет голова забиваться, поэтому вы можете остановить ролик, просмотреть его в другое время. А еще лучше просмотреть полностью от начала до самого конца, затем вернуться завтра и еще раз посмотреть. И уверяю вас, вы начнете понимать гораздо больше информации. Но на самом деле самое лучшее понимание приходит когда? Правильно, когда вы сами нажимаете кнопки, не просто смотрите какое-то видео, а именно сами жмете кнопочки и смотрите, как работает тот или иной инструмент, как вообще все это устроено, работает. Перейдя на Spectre Charts, что мы здесь видим? Просто пустой экран. Я об этом уже много раз рассказывал, сейчас снова рассказываю, потому что у нас было много обновлений. Первым делом мы просто либо нажимаем новый экран, либо вот здесь вот экран добавляем. То есть нам нужно добавить экраны. Это торговые области, на которых мы будем проводить анализ, вешать разные инструменты, ботов и вообще все в целом делать. По дефолту у нас открываются такие 4 экрана. Дальше что мы можем сделать? Мы можем поменять их вид. Кому-то удобно вкладки снизу. То есть вот здесь вот вкладочки такие нижние, в которых мы можем просто переключать графики. Пока что у нас общий график включен, то есть ничего как будто бы не меняется. Поэтому переходим в такую настройку. Здесь мы выбираем тип рынка реальный, то есть это биржевой Форекс рынок, или же OTC рынок, внебиржевая торговля, которая есть на Pocket Option, как раз таки активы, торгующиеся на самой платформе, они не выходят на мировую биржу, это внутри платформы торги проходят. Далее мы выбираем доходность. Какую мы доходность хотим видеть? Например, только 92% доходность, то есть самые высокодоходные активы хотим видеть. Дальше мы хотим, чтобы нас оповещало, когда доходность ниже, допустим, пусть 90%, давайте здесь 89 включим, пусть от 89 и плюс будет, и оповещать ниже, когда 90% будет. Включаем уникальные пары, это что значит? Как раз таки это то, что нам сейчас будет нужно. И переходим, допустим, автосмена пара при падении, если упадет ниже этого процента, у нас будет автоматически переключаться актив. Автоматически будет переключаться, чтобы вы не оставались на низкодоходных, чтобы всегда только высокодоходные активы были. Переходим в терминал. Здесь мы можем включить массовые действия, у нас появились новые функции. Здесь включаем массовые таймфреймы, массовые индикаторы, массовые боты. Ну и звуки можно включить, чтобы слышать звуки, когда у нас будут сигналы buy и sell, то есть, покупка-продажа. Что значит массовые таймфреймы, массовые индикаторы, массовые боты? Это функции, которые помогают вам при переключении, допустим, графиков. Видим, переключились у нас графики, отличненько, все меняется. Давайте сразу еще вид покажу. Вкладка сверху есть, и мой любимый вид — боковая панель. То есть у вас все активы справа открываются. То есть добавляем новые экраны плюсиком на этом варианте интерфейса. Плюсиком добавляем графики, и у нас много разных графиков. Просто переключаем, у нас все уникальные графики включаются. То есть вот как раз та самая настройка уникальной пары. Видим, у нас сейчас все разное. Переключаю, все новое включилось. Какие-то ротируются, какие-то полностью уникальные становятся. Следующее. Давайте на вот этом экране вам показываю, что значит. Давайте уберем лишнее. Правой кнопкой мыши просто нажимаем, закрыть график. Можно скопировать, можно закрыть это меню, развернуть на весь экран, свернуть на весь экран, закрываю. Оставляю 6 график. Что значит как раз настройка у нас? Массовые боты, массовые индикаторы, массовые таймфреймы. Просто переключаю таймфрейм на М2. Все графики у нас М2 теперь. Включаю H4, то есть 4 часа. Все графики у нас теперь поменялись. Включаю дневные. У нас все графики теперь дневные только отображаются, и можно анализировать дневные таймфреймы. Далее включаю М1. Все, М1 включились. При необходимости свечи меняем на хайке наши. Все одновременно сразу. Следующее, что значит еще массовые у нас, как раз таки индикаторы, боты, все это. Вот как раз массовый зум даже есть. Вот, массовый зум. Массовый индикатор. Как включить индикаторы? Мы переходим вот на этого бота, нажимаем. Переходим в индикаторы. Это если вы их создавали сами. Если вы их не создавали, вы хотите их добавить из нашего каталога. Естественно, вот здесь будет пусто. Переходим в избранное. Это избранное. То, что вы добавляете. Здесь нужно сперва перейти в каталог ботов. То есть, чтобы добавить любого бота на график, который вы не создавали, который есть у нас на платформе, нужно сначала перейти в каталог. Робот, избранное, каталог. Далее здесь у нас есть общее, то есть все боты, все индикаторы, все здесь. Либо индикаторы отдельно, либо боты отдельно. К примеру, дошли до индикаторов. Какой-то индикатор вы хотите добавить, там известный супертренд, пусть это будет.
Вы нажимаете вот здесь плюс в избранное, у вас здесь будет написано в избранное. Я вам сейчас покажу немножко на другом примере. Вот от нашего партнера какой-то неизвестный человек, например. Здесь вот видим избранное. Даже если код закрыт автором, вы просто можете нажать кнопку в избранное, и у вас автоматически инструмент перемещается в избранное. Конкретно вот в боты или же в индикаторы. Далее, например, вы хотите уже какого-то бота или индикатор, который вы только что из каталога добавили себе в избранное, повесить на график. Вот, например, бот R Level 2. Я нажал на него, и, видимо, он автоматически применился на всех графиках. И теперь при массовом переключении инструментов применяется ко всем графикам. То есть в моменте все прикрепляется. И сразу же все видно. Чтобы убрать, можно перейти в активные, просто удалить, или же посмотреть информацию и удалить из избранного. Это удаляет кнопка из избранного. Ничего страшного не произойдет, просто из избранного у вас удалится. Также можно нажать активные, редактировать. Карандашик означает, это параметры, которые встроены в данного бота. Вы можете редактировать эти параметры. Я понимаю, сейчас много информации, просто каша в голове. Но нужно один раз попробовать воспользоваться. Ссылка находится в описании под видео, и сразу все станет понятно. То есть можно какие-то отключать инструменты, какие-то показывать. Хайки наши здесь вот включены, не знаю, что здесь работает, что нет. Это не мой бот на самом деле. Можно редактировать параметры. Например, можно включить количество, наверное, вот догонов. Да, догоны можно поменять. По одному догону сделаем, и у нас статистика показывается относительно всего лишь одного догона. То есть автоматически статистика в таких ботах отображается. Опять же, если автор, тот, кто создавал данный инструмент, встраивал данную аналитику. Также можно нажать правой кнопкой мыши, выбрать активные, также скрыть просто с графика. Можно показать на графике. Настройки и удаление, естественно, с графика. Просто удалить бот с графика. Также можно создавать свои инструменты. Как это делается? Нажимаем кнопку «Создать бота». Открывается такое меню. Есть ChatGPT, это промпт, который автоматически помогает вам сигнальных ботов создавать. Buy, Sell. Это старая, устаревшая версия уже здесь инструкции. Мы переходим в блок. Например, вот он блок. Переходим в Spectre Charts. Здесь данная инструкция написано, как правильно создавать ботов через нейросети для нашего сервиса. Создаем сигнальный бот в Spectre Charts с метками Buy Sell. Это то, что может вам понадобиться, к примеру. Переходим далее в одну из нейросетей, желательно, чтобы это было типа Gemini или GPT+, то есть что-то из платных тарифов. И там создаем бота. Затем, когда вы создали бота, вам нейросеть дала этого бота, вы его вставляете код сюда, название даете, категорию бота, статус кода открыт-закрыт, все. И создаете бота. То есть сейчас речь, конечно, не об этом, это просто я бегал вам, показывая функционал. И вы можете совершенно любого создать бота, которого вы можете применить на своих графиках и торговать по нему. То есть у кого-то есть стратегия в голове, хочу там торговать по боту MACD плюс Stochastic плюс Vortex, к примеру. Или же там Bollinger Bands плюс фракталы. И вы все это можете здесь делать. Здесь можно делать совершенно все, кроме объемов. У нас нету объемов. Это единственный нюанс. Далее, что еще можно сделать? Вот давайте, допустим, какой-то бот применили мы. Вот из избранного давайте тот же самый R Level 2. Применил. Следующим делом я добавляю дополнительный экран, и видим, бота у меня нету на графике. Как же мне скопировать все настройки? Как мне их скопировать? Я просто нажимаю на этом инструменте, правой кнопкой мыши нажимаю «Клонировать» и выбираю, откуда я хочу клонировать все настройки. Все, произошло клонирование. Клонировал, замечательно. Инструменты клонировались, мы их переключаем, стали все они у нас уникальными разом. Просто разом. Далее мы здесь видим боковую панель, можно активировать, допустим, S5 таймфрейм просто для наглядности, и у нас здесь будет появляться сигналы. Прямо здесь на графике появляются сигналы, то есть на данных активах прямо здесь будет колокольчик нарисован, значит есть сигнал, значит можно перейти и отрабатывать сделку. Если у вас включены звуковые уведомления, то вы, конечно же, все то же самое будете слышать, но только со звуком. Вот, есть сигнал, колокольчик появился, перешли, посмотрели, что здесь за ситуация, стоит брать сделку, не стоит, и принимаете уже соответственное решение. Чтобы отключить совершенно все боты со всех графиков, мы просто нажимаем активные и удаляем. Все, у нас везде боты закрылись. Все очень легко и просто на самом деле делается. Нужно один раз попробовать, понять, как это работает,
и все у вас получится на самом деле. И также у нас есть инструмент для черчения, для рисования прямо на графиках. То есть вы выбираете, какой инструмент, например, это горизонтальную линию. Хотим поставить здесь горизонтальную линию, к примеру, новая линия горизонтальная. Еще одну сюда ставим, например, как уровень здесь, ну, текущий уровень локальной поддержки, здесь уровень сопротивления. Можно цвет поменять, например, можно поменять на количество пикселей, то есть ширину линий. Дальше мы, может быть, хотим там посмотреть, что диапазон цен, сколько цена прошла, вот насколько упала до текущей отметки. Проводим такую линию всего лишь там на 0%, потому что, ну, это бинарный опцион, во-первых, скальпинг, во-вторых, здесь очень много цифр после запятой, поэтому, ну, маленький процент. То есть мы делаем себе диапазоны какие-то, то есть выстраиваем. Инструмент помогает все это делать. И можем там посмотреть, что в принципе еще есть. Какие кисть, маркер, там можно порисовать прямо на графике, какие-то зоны отмечать, показывать, если вам нужна эта визуализация, отмечать. И при необходимости переходим, либо очищаем текущую пару или все пары. То есть если вы много где рисовали, здесь порисовали, например, здесь что-то вы порисовали, и вы можете это все разом очищать. Вот евро-трай, евро-рубль, просто нажимаем «Очистить все пары». Какие боты у нас вообще есть? Огромное количество, множество ботов. Они доступны всем нашим партнерам. Неважно, какого бы бота делал, как бы он ни назывался, секретный инструмент, секретный бот, для наших партнеров это все доступно. Нет ничего скрытого от нашего партнеров. То есть все, что вы можете найти в каталоге, все, что открыто, это значит оттестированный инструмент, значит он вполне себе работоспособный, и значит можно уже в принципе по нему работать. Самый популярный, то есть вот выставил популярный на первой страничке 245 добавления Range Detector, то есть детектор боковиков у нас такой инструмент. Добавляете себе, пользуйтесь, смотрите. Я же добавлю сейчас, допустим, отсюда. Например, автофиб retracement, то есть это автоматические уровни Фибоначчи, то есть мы смотрим, как они натягиваются, что они нам показывают, то есть линии Фибоначчи. То есть и кто-то торгует по данным уровням Фибо и может уже принимать решения в соответствии с тем, что здесь видит на графике. То есть вот добавили такой инструмент. Можно перейти, например, в индикаторы, добавить да, все что угодно, все, что вы можете найти, уровни поддержки сопротивления. Например, Trendline Support Resistance версия 2.1, то есть это трендовые линии. Один из вариантов их отображения. Можно также добавить Adaptive Trend Finder, это то, с чем я сейчас работаю регулярно. Адаптивные трендовые линии, то есть все лишнее убираю, например, и видим текущие каналы, то есть автоматически трендовые каналы выстраиваются. И уже глядя на данные каналы, вы можете принимать какие-то решения. Вы можете дополнительно сюда прикрепить индикаторы уровней поддержки сопротивления. Support и Resistance, например, Signals. То есть видим сразу уровни поддержки, сопротивления. Что такое зеленая линия? Линии — это поддержка. Красные линии — это у нас сопротивление. Вот они, видим сопротивление. А есть еще синие линии. Синие линии что означают? То есть это уровни, от которых была реакция, отскока. То есть видим, у нас здесь уровень образовался. Он был, по сути, у нас сначала зеленым. Образовался у нас здесь вот касание. Это реакция отскока. То есть этот у нас уровень достаточно уже более весовым считается, потому что у него было 2 касания. И уже, соответственно, мы можем видеть на графике, ну, реал-тайм ситуацию, то есть какие у нас линии, какие уровни, что у нас происходит в моменте. И все это можно активировать, то есть это все доступно нашим партнерам. И просто вы можете по каталогу лазить, поочередно какие-то инструменты добавлять в избранные, смотреть, как они работают, и изучать их. И, конечно же, напоследок оставил такой, ну, не для всех важную вещицу, фишку, это английский язык, то есть это для наших англоязычных партнеров, то есть можно переключить весь сервис на английский язык, и все совершенно мы будем видеть на английском языке. Единственное, конечно, настройки индикаторов могут быть на русском, потому что у нас большинство партнеров русскоязычных, русскоговорящих, и многие из СНГ стран тоже русскоязычные, русскоговорящие партнеры. Поэтому многое на русском. Если что-то нужно будет перевести, конечно, без проблем это все сделаем. Такой у нас объемный ролик получился. Конечно, я понимаю, что его просмотрит небольшое количество пользователей, потому что не всем нужна эта информация. Это в первую очередь для тех, кто хочет присоединиться, или для тех, кто уже присоединился, но не понимает, что нужно делать, как это нужно делать. Именно для вас данное видео, поэтому обязательно лайк под видео. Если что-то непонятно, пишите в комментарии. Запишу отдельное видео или же в чат партнеров напишу, распишу подробности, чтобы вы все понимали и могли двигаться дальше. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых роликах, увидимся на стримах. Пока.